Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня я хочу вам предложить разобрать вот такой узор. В первых видеокадрах вы видели жакетик летний. У нас с вами есть схема. Схема именно выкройка есть, да, схема узора и выкройка переднего полотнища, ну, естественно, и задней проймы, и схема рукава. Там показано, как мы с вами можем увеличивать или уменьшать наш узор для того, чтобы по выкройке распределить этот узор. Ну, не только такой жакет, я думаю, вы придумаете еще что связать. Достаточно интересно вяжется, и мы сейчас с вами его разберем. Раппорт составляет 12 воздушных петель. Я набрала 25, то есть на 2 раппорта. Вот они, 25 воздушных петель. Сейчас я сделаю петельку подъема. Через одну петлю зайду во вторую и свяжу 25 столбиков без накида. Как вы обратили внимание, у нас идут между вот этими вот колечками, да, которые заполняют как бы ячейки, идут 2 ряда столбиками без накида. Итак, мы с вами свяжем первый, затем повернем вязание и свяжем второй ряд столбиками без накида. Показывать не буду. Это умеют абсолютно все, кто когда-либо держал крючок в руках. Так, идем 2 ряда столбиками без накида. Итак, смотрите, мы с вами связали 2 ряда. Повернули вязание. И с этой точки я прямо вот с первого столбика вяжу 1, 2, 3. Далее запомним. И опять-таки 1, 2, 3. Накид. И вот в третью петельку я захожу и вяжу недовязанный столбик с одним накидом первый и второй. Вот так вот. И мы их соединили вместе. Далее я делаю 1, 2, 3 накида. Захожу в этот же столбик, в первый. И смотрите, я провязываю 1 накид. Следующий, опять-таки, как бы я получила 1 столбик недовязанный с одним накидом. Вот он, второй столбик, накид. И вот он, третий столбик с одним накидом. И вот сейчас я провязала петельки. Я не провязываю накид. У меня как бы остается, видите, петля и 2 накида. Сейчас я провязываю по 2. И вот что у меня получилось. Как бы, да, столбик и над ним еще 1 столбик. Я делаю накид. В вершину как бы нижнего столбика зашла и связала недовязанный столбик с одним накидом. И теперь я соединила все 3 петли. Далее 1, 2, 3. Опустилась в вершину нижнего столбика и связала соединительную петельку. Вот у меня что получилось. У меня как бы не хватает вот здесь столбика. Мы это с вами свяжем следующим. Но он у нас не полный, так как это начало. Далее я делаю накид. На основании считаю 1, 2, в третий столбик зашла, связала столбик с одним накидом. 2 воздушных, накид, 1, 2, в третий столбик с одним накидом. 2 воздушных, накид, 1, 2, столбик с одним накидом.
Смотрите, у нас получилось 3 столбика, 2 пустых ячейки. С этой точки я делаю накид, 2 столбика пропускаю, захожу в третий, вяжу первый недовязанный с одним накидом, второй недовязанный с одним накидом и третий недовязанный столбик с одним накидом, соединили, закрепили. 1, 2, 3. Накид, вершину этого столбика я зашла и вяжем еще 2 недовязанных столбика с одним накидом. Первый и вот он второй. Соединили. Видите, мы с вами как бы получили листик один и над ним второй листик. 1, 2, 3. Я захожу в столбик, который только что вязала, и провязываю один накид, получаю первый столбик недовязанный с одним накидом. Далее накид второй недовязанный, накид третий недовязанный. Вот сейчас я соединяю все 3. Делаю так для того, чтобы, потому что если мы соединим вот эти 2, у нас останется один накид, и мы его, вот смотрите, провяжем. На мой взгляд, столбик получается не очень по длине, не очень высокий. Он будет перекашивать. Поэтому я этот как бы оставлю, не буду изменять. Но вы имейте в виду, что все-таки желательно провязывать сразу же дважды. Или мы с вами вот что сделаем, потому что тут сделала накид. Вот он. Нет, я сейчас перевяжу. Я перевязала наши столбики, и все-таки я сделаю сначала петли, и затем провяжу один раз и второй раз. Теперь накид вот в эту вершинку, второй как бы столбик с одним накидом, и мы его не довязали. Теперь я соединяю все эти петлю от столбика с правой стороны и столбик с левой стороны. Теперь 3 воздушных петельки, вершину столбика вяжу соединительную. Видите, мы с вами как бы получили такой круг ломаный. Теперь накид 1, 2 в третий столбик. И далее, как вы понимаете, мы повторяем, потому что вот от этой до этой точки это у нас раппорт. Далее идет сетка и опять колечко. Смотрите, я дошла до второго края. Мы с вами можем точно так же, допустим, как начинали, так и завершить. Вот с этой стороны мы можем сделать столбик, вернее, вот такой пышный, как бы, или столбик с одной вершиной. Или же мы можем с вами сделать 3 накида, зайти в эту точку и связать столбик с 3 накидами. Мы, видите, сейчас я посмотрю, и вы увидите разницу. В этом случае мы связали 1, 2, 3. В этом случае мы связали только 2 столбика с одной вершиной. Здесь получается более ровный край, здесь получается вот с таким пышным столбиком. Вы можете выбирать, как вам удобно, согласно тому, как будете вязать по выкройке. Сейчас мы с вами будем вязать второй ряд. Вернее, этот ряд у нас будет повторяться. То есть я повернула вязание, сделала петельку подъема и в этот столбик связала столбик без накида. Теперь 2 воздушных петельки, накид, я захожу вот в этот столбик и вяжу столбик с одним накидом. 2 воздушных, 1, 2,
накид, столбик нижнего ряда в вершину, столбик с одним накидом. 2 воздушных, накид, вот он наш столбик следующий, в него же столбик с одним накидом. 2 воздушных, вот здесь у нас с вами мы можем заходить как бы между этими двумя столбиками и вязать столбик без накида. 2 воздушных, накид, вот он следующий столбик. Как вы поняли, этот ряд у нас идет столбиками, мы как бы получаем уже в ячейку, вписываем наш вот этот круг. Идем до конца. Итак, мы с вами дошли до края нашего образца, и вот что получили. Теперь у нас идет ряд, если посмотреть и на схему, и на готовый образец, видите, мы с вами получили вот этот ряд. Теперь у нас идет 2 ряда столбиками без накида, а затем уже в шахматном порядке распределим следующий ряд. Мы с вами повернули вязание, я делаю петельку подъема, захожу в первый же столбик, вяжу столбик без накида. Далее у нас идет арочка из 2 воздушных, мы под нее вяжем 2 столбика. Затем у нас идет столбик без с вершину столбика с одним накидом вяжем столбик без накида. Под арку 2. И считаем. У нас с вами было 25 столбиков, значит мы должны получить 25 столбиков без накида в одну и во вторую сторону. Видите, вот здесь у нас столбик, мы в него тоже идем. Вот здесь у нас была арочка из 2, мы в нее тоже попадаем. А вот здесь у нас был просто столбик без накида, мы в него тоже вяжем столбик. Под арочку 2 и так далее. Я надеюсь, вы поняли. Вяжем 2 ряда. Итак, мы с вами прошли 2 ряда столбиками. И посмотрите, если, допустим, нам нужно... Сейчас очень часто встречаются изделия, вот полоса, да, а сюда в одну и в другую сторону у нас идут какие-то другие узоры или мотивы. То есть прекрасно можно использовать для комбинации каких-то узоров. Дальше может быть просто сетка, в сетке филейная сетка с каким-то узором. То есть как вариант каймы тоже прекрасно будет смотреться. Но мы с вами разбираем узор. И теперь поворачиваем вязание после 2 рядов столбиками без накида. И спланируем следующий. То есть мы вот над этим и вот этим столбиком должны связать такие колечки. Поэтому сейчас я вяжу 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Это будет первый столбик. 2 воздушных петельки, накид. Мы с вами считаем 1, 2, вот в 3. И он получается, видите, вот соответствует этому столбику, столбик с одним накидом. Мы с вами получили ячейку. А вот в этот столбик центральный мы должны получить колечко. Поэтому я делаю накид сейчас сразу же. Пропускается, получается 1, 2, вот в 3 зашла. И вяжу первый набор столбиков недовязанных с одним накидом. Соединила, закрепила. Над этим столбиком 1, 2, 3 накид и выполняем еще 2 недовязанных. Первый и второй. Соединили. Теперь у нас идет вот одна часть кольца мы получили, теперь вторая часть. 3 накида, в этот же столбик зашла, 1 накид провязала, второй, сделала второй столбик, второй накид и 3 столбик провязали, соединили. У меня на крючке петля и 2 накида. Теперь я провязываю по 2 петли и оставляю на крючке 2. Делаю накид, захожу в вершину столбика нижнего ряда и вяжу еще один недовязанный столбик с одним накидом.
соединили их вместе, все 3 петли, 1, 2, 3, иду в вершину столбика нижнего ряда и вяжу соединительную петельку. Вот получили колечко. Делаю накид, 1, 2, 3, столбик с одним накидом. Далее мы с вами, в общем-то, все повторяем, ничего не меняется, и идем, то есть опять-таки 2 воздушных в третий столбик, 2 воздушных, накид, 1, 2 в третий столбик. Вот мы получили с вами 3 столбика, 2 ячейки, и вот в этот столбик мы опять вяжем колечко. Итак, смотрим, мы с вами закончили этот ряд. Как начинали у нас окошко, так и завершили. И у нас идут 2 колечка. Следующий ряд, я думаю, вы помните, 3 воздушных столбик, 2 воздушных расстояния между столбиками и в вершину столбик с одним накидом. 2 воздушных и под между этими 2 столбиками столбик, 2 воздушных, накид, столбик. То есть мы с вами повторяем ряд, который уже вязали. Основные моменты разобрали. Я сейчас уже довяжу, вернее, даже нет смысла. Вот. И следующие ряды у нас будут столбики. Вот наш готовый образец. И вот то, что мы с вами разбирали. По-моему, узор даже очень интересный, не избитый и смотрится прекрасно. На этом моменте я с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам же творческих успехов и до скорых встреч!